coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Paint Bucket Games. I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. But we were not among them. We knew that the times would be bad now. We knew that the Nazi threats were not empty. That those people meant what they said. We had to do something. We couldn't just stay silent. But we also knew that it can cost us our heads. Вот такая вот новая игрушка. Приветствую всех, с вами Хулдем. И да, новая игрушка, это тоже новелка с элементами стратегии. Что-то новенькое, да, я вернулся наконец-таки. Более-менее все подлатал и наконец-то хоть что-то выпущу. Новая игрулька, посмотрим, как вам зайдет. Если зайдет, то значит будем пытаться проходить. Как я знаю, там будет тяжеловато играть. Что сделаю я по настройкам? Это я чуть-чуть увеличу общую, я увеличу атмосферу до 40, до 65 где-то, вот так примерно. И общую громкость чуть-чуть подбавлю. Вот так. Будет такая вот средняя. Вы потом скажите на следующей серии, как нормально, если что. Ну давайте, вперед. Обучение у нас, разумеется, будет включено. Нам надо будет обучиться, как играть в эту игру. Все-таки впервые ведь играем. Давайте проверим, как эта игра вообще играется. Новая игрулька, новая игра. Режим сопротивления, режим истории. Исследуйте историю игры, это более щадящий к игроку режим. Все ходы сохраняются. Режим сопротивления. Тщательно обдумывайте каждый шаг. Полиции и гестапо всегда настороже. Члены вашей группы готовы покинуть вас в любой момент. Нельзя сохраняться, нельзя переигрывать. Так как это будет первый взгляд, считай, для меня, так как в игру я не играл, я чисто нашел ее среди таких рекомендованных симуляторов политических. Так что я знаю о ней только по описанию. И всякие именно штуки первый взгляд от других людей я не смотрел, как ни странно. Будем играть чисто так самостоятельно. Режим сопротивления, это будет первая игра. Если она закончится, то закончится. Такс. Персонаж игрока. Это персонаж, за которого вы будете играть. Если вас устраивает имя, пол и профессия, можете изменить внешний вид. Если же не устраивает, бросьте кости еще раз. Ясно. Католик-консерватор не подходит. Либералка, анархист, социал-демократ, христианин, социал-демократка, умеренный либерал, социал-демократ. Получается, тут только социал-демократы есть. Коммунист, Карл Миллер. Коммунист, отлично. Парикмахер, отлично, будет такой вот значок. Что по носу? Мы можем его сменить. Вот такой вот будет мужчина. Глаза, разумеется, голубые. Волосы. Вот, во. Вот такой вот у нас чувачок будет. Чисто так чуть-чуть отредактируем его. Под наши стандарты. Такой прям товарищ. Да, вот такой вот. Аксессуары? Очки. Типа что? С ранением. О, такой интеллигентик. С очками, может? Не, какой-то слишком неприятно выглядит. Давай с веснушками, может. Давай вот так, побитый уже. Одежда. Давай вот так. Окей, все. Вперед.
Каждое до единого слово Гитлера ложь. Когда он говорит о мире, то думает о войне. Когда говорит о хорошем, думает о плохом. Тут абсолютно прав. Еще я отключил показывание свастики, так как, ну, вы понимаете, мне не хочется, чтобы меня YouTube притянул. Глава 1. Захват власти. Остановите режим. Падение самооценки, распуск парламента. 30 января 1933 года. Президент Пауль фон Гансбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии. В то же время в тот же самый вечер трое друзей встретились в задней комнатушке берлинской пивной и поклялись дать отпор той силе, что поглощала страну. По всей Германии обычные люди, друзья и семьи давали друг другу то же обещание, рискуя жизнью помогать другим и сражаться с бесчеловечным режимом. Это их история. Так, хорошо. Есть. Дальше. Неплохо. Гитлер назначен канцлером. Центр обращается к Гитлеру. Марш штурмовиков. После назначения Гитлера десятки тысяч штурмовиков в коричневых рубашках СА проходят маршем через Бранденбургские ворота. Это военизированное объединение явно готовилось и ждало подходящего момента. Консервативная немецкая партия католического центра хочет задать новому канцлеру ряд вопросов о том, собирается ли он продолжать политику своего предшественника. Результаты выборов говорят, что Центр получит несколько министерских портфелей в правоконсервативном правительстве Гитлера. Гитлер не отвечает. Президент Пауль фон Гансбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии. НСДАП торжествует. Либералами и левые Подожди. Либералам и левым нанесен сокрушительный удар. Гитлер приносит присягу и клянется защищать немецкие законы и конституцию и служить всем гражданам Германии. Ну, конечно, будет служить он своим друзьям. 1 февраля 1933. Я прихожу на тайное место встречи и слышу, как Бестрикс Тум говорит, его поставили канцлером Гитлера. Это же катастрофа. Как мог президент Гансбург на такое пойти? Мы знали, что это произойдет. Мы ведь знали, что так и будет, верно? Говорю я. Нужно заручиться поддержкой большего числа людей и только потом привлекать к себе внимание. Они только и ждут повода нас арестовать. Тебе так не кажется? Спрашивает Беатрикс или Ертрикс. Думаю, ты прав. Сначала нам нужно привлечь больше сторонников. Да, это нужно, потому что сейчас режим у него, он победил на выборах. Он победил на выборах, честно говоря. Он победил на выборах, как ни странно, и у него абсолютно конституционное большинство. Народ в нем не разочаровался. И сейчас прям выступать против, только что избранного канцлера, это очень глупо. Нас сочтут просто преступниками. Думаю, ты прав, сначала нам нужно привлечь больше сторонников. Вот видишь, говорит Эльтрикс, пока мы выжидаем, нацисты преследуют и убивают людей, и с каждым днем они будут становиться сильнее, если их не остановить, говорит Карл и отпивает из своего стакана. Я тебя понимаю, но нам нужно соблюдать осторожность.
Твоя правда, но мы никому не сможем помочь, если окажемся в тюрьме или погибнем, верно? Итак, какая у нас сейчас самая важная задача, спрашивает Карл. Если нам нужны люди, именно поддерживающие нас, надо помочь преследуемым. Думаю, сначала так. Или узнать правду и рассказать о ней. Как идейка? Ну, если мы будем рассказывать правду, то у нас есть вообще как редактировать именно редакцию, типа того, чтобы распространять ее. Ну, давайте узнать правду и рассказать о ней. Будем пропагандировать нашу пропаганду, будем потихоньку распространять. Она рано или поздно привлечет к нам людей. А помогать преследуемым это пока что опасно, так как мы можем нарваться на гестапо. Мы знаем, что нацисты преступники, но пока не можем это доказать. Мы должны узнать правду и рассказать о ней другим, говорю я. Конец сцены. Пролистать новости это уже было. Так, что у нас это? Беатрикс Тум. Мы можем узнать ничего о ней? Карл, а вот он и я, вы. Задание на сегодняшний день. Вы, ну ладно, давайте дальше. Спланировать задание. Карта города. На карте города вы планируете действия своей группы, отправляя соратников на задание. Здесь же показан список членов группы, предметы, сторонники и боевой дух. Ясно. Сторонники 20 пока что. Впавшим она в маразм Газбург и жадный Гитлер, наконец-то они нашли друг друга. Мы можем узнать вообще о наших сторонниках, о нас. Тихо. Образование. Так, ну и что нам делать? Нам хотя бы объяснят, что нам нужно делать. Странно, что нам ни хрена не объяснили. Ну а что делать? Это что такое? Найти нового члена. Низкая опасность. Кто у нас... Что нам нужно для этого? Нужен этот боевой дух. У кого он очень хороший? Вот ты у нас хороший. В эмпатии. Давай найдем нового члена себе. А вот. Задание. Назначьте членов группы на задание. Перетаскивая их. Участники с подходящими навыками повышают шанс на успех. Добавляя необязательные предметы, вы можете повлиять на исход операции или помочь участникам спастись, или что-то, если что-то пойдет не так. Ясно. Собрать пожертвования в районе Кройнсберга. Наши сторонники из числа рабочих в районе Кройнсберга могут помочь нашей группе пожертвованиями. Велосипед. Мы можем воспользоваться велосипедом. Если мы это воспользуемся, то это увеличит риск, но подготовка будет лучше. А это уменьшает риск, как я понял, так? Да, это уменьшает риск, и он быстрее вернется. А если убрать, то, подготовка и так хороша. Ну, давай так. Давай так и сделаем. Хорошо. Отправляем нашего чувачка, он отправился. Что тут нужно? Нужна эмпатия, опять же таки. Нужна эмпатия. Собрать пожертвования в районе. Это нужна опять эмпатия. Он уже стоит там. Вот он пожертвования хочет собрать. Можно собрать пожертвования. Или набрать сторонников. Поговорить с рабочими.
Это плюс именно соратников плюс. А это нового члена. Ну давай нового члена найдем. Тут нужна эмпатия. Вот. Предметы можно брать с собой на задание. Некоторые из них необходимы. Другие же нет. Так, давай тогда чувачка отправляем. Вот так. Можно еще взять вот это, чтобы эффективностью. А, нет, это увеличивает риск. Почему? Подожди. Секунду. Я вот так и до сих пор и не понял нифига. А, нужно просто пожертвование. Ну давай пожертвование, ладно. Я понял. На, все, я назначил тебя. Риск можно уменьшить. Ну ладно, отправляем так тебя. Хорошо, все, отправили чувачка. Поговорить с рабочими можно. Наш сторонник Герберт Гаминг работает в цеху и хочет познакомить нас со своими товарищами рабочими. Кого можно отправить? Если мы отправим тебя... О, производительность очень слабая, не-не-не. И риск большой, не-не-не, плохой выбор. Для нашей группы нужны надежные люди. Нельзя сразу же выдавать им, что мы сопротивление. Это нужна эмпатия. Ой-ой-ой, он прям очень, она очень плоха в эмпатии. А, я понял, деньги нужны просто. Блин, не, это опасно, очень неудобная, по правде, версия. Это пожертвование, а ты как у нас работать будешь? О, у тебя эффективность поговорить с рабочими очень хорошая, то что ты социалист. Ты сможешь найти новых нам людей? А, нет, тут мы не найдем, нам нужен с эмпатией хороший. Ну давай тогда тебя отправим. И давай, может, предмет используем. Вот, с эффективностью и вот этот предмет. Средняя опасность. Можно, конечно, 2 отправить. Вот, тогда эффективность большая. А зачем деньги? А зачем деньги-то? Ну, давай так. Когда вы должны довольны плана, приступать к выполнению заданий, ясно. Ну и как? Это планирование закончится, и мы перейдете к выполнению запланированного. Вы уверены? Да. Попробуем. 5 человек до сих пор поддерживают. Наши сторонники дают нам пожертвования в рейхсмарках. Всего лишь 2 рейхсмарки. Очень большие пожертвования. Карл Мельтер встречается с товарищами с работы. Одного из наших сторонников в районе Крайцберга встречается с товарищами с работы одного из наших сторонников в районе Канцерберга и говорит с ними, стараясь заручиться их поддержкой. Оказывается, что многие недовольны действиями режима и готовы что-то предпринять. Встречается со сторонниками нашей группы из числа рабочих в районе Крайцберг, чтобы попросить у них дополнительные пожертвования. Все проходит удачно. Люди возмущены зверствами режима и рады помочь нашей группе. Мы получили 16 рейхсмарок. Я возвращаюсь домой на велосипеде. Уже стемнело. На улицах пусто. Морозный воздух забирается под шарф. Быстро кручу педали. Въезжаю на безлюдную Александрплац. И вижу, как несколько человек окружили прохожего, они громко кричат. Ну, давай приблизимся. Их 3. Все в коричневых рубашках. На их рукавах повязки штурмовиков со свастикой. Они снаряжены... Окружили прохожего. Мы помочь ему не сможем. Мы влечем на себя подозрения.
Блин, ну помочь, ну блин, это опасно. Нас же могут поймать. Слезть с велосипеда и подойти ближе. Ну у нас не получится, это гестаповцы. Ну блин. Вот черт, развернуться и поехать домой. Слезть с велосипеда и подойти ближе, развернуться и поехать домой. Я не знаю. Развернуться и поехать домой. Я покидаю Алексенплац и еду домой, где позади слышны крики. Это коричневые рубашечники избивают старика. Конец сцены. Нет выбора. У меня нет выбора. Мы не должны, блин, там трое, блин, трое именно нациков, скажем так, будем так их называть. И против них переть, уж простите, но это глупо. Так, ежедневный спад, боевой дух падает. 2 задания плюс, ежедневный спад. У нас падает боевой дух, всего лишь минус 8. А, понятно, падает. Парламент распущен. По просьбе Гитлера Гиндерберг распускает парламент. Все члены Рейхстага теряют свои места. Рейхсканцлер формирует переходное правительство перед новыми выборами. Чрезвычайные указы. Так называемые чрезвычайные указы жестко ограничивают свободу слова и собрания. Свои расширенные полномочия Гитлер может использовать, чтобы подавить протесты и закрыть рот критически отзывающимся о нем. Закрыть рот критически отзывающейся о нем прессе. Гитлер беседует с генералами. Гитлер разговаривает с высокопоставленными военными чинами, обсуждая необходимость восстановления армии и экспансии на восток. Карл Фредич подходит ко мне, и тут же начинает кричать: «Почему вы не помогли тому человеку на Александплац? Нам пока нельзя высовываться. Какой в нас смысл, если мы не помогаем людям?» Возмущенно спрашивает он. «Мы не можем помочь каждому». «Все равно так нельзя», восклицает он и в бешенстве уходит. Конец сцены. Минус 5 боевой дух. Прости. Давай к заданиям. Что поделать? Сторонники. Основа сопротивления. Они снабжают вас средствами, информацией и открывают перед вами новые возможности. Вы завоевываете сторонников, выполняя определенные задания. Ну давай попробуем как-то работать дальше. Скрытность. Что мы будем делать? Нам нужно найти нового члена, пытаться. Так, давай попытаемся нового члена найти. А, вот эффективность хорошая. Велосипед для увеличения скрытности. А мы можем еще одного отправить? О, тогда будет больше шансов найти нового члена. Ну, давай так. Ну, давай так, эффективность нормальная. А тут мы поговорим с рабочими. Надо поговорить с рабочими. Поговорить с рабочими. Тогда мы поговорим с рабочими. Так вот, эффективность хорошая. Блин, а денег мало. Очень сильный риск, по правде. Неприятно. Мне кажется, это не сильно нам поможет. Да, эти деньги нам не сильно помогут. Давай-ка вернем обратно наши средства. Попытаемся все вместе. Пока что будем рисковать. Все, эта фаза планирования закончена. Рядом со своей дверью я вижу соседа. Он хватает меня за плечо и говорит: «Ага, Герр Миллер, а вот и вы». Поздороваться. «И вам добрый вечер, Герр Шульц. Что случилось?» — говорю я. «В чем дело? Хватит. Хотите знать, что случилось, да?» Понятия не имеете, значит?» — смеется он и потом отхлебывает из бутылки и швыряет ее ко мне под ноги. Бутылка разбивается на 1000 осколков. «Хватит, пропустить». «Ладно, с меня хватит, пропустите меня сейчас же. А то я
вызову полицию. Полицию вызовите? Вперед давай, а я им скажу, что вы коммунистическая свинья, которая укрывается среди добрых немцев. Они-то знают, что с вами делать. И он резко проводит ребром ладони по горлу. Оттолкнуть его. Замолчи, идиот, говорю я, и отталкиваю его и вхожу в квартиру. Уже дома я задумываюсь, откуда он узнал. Нужно проявить осторожность. Нужно вести себя осторожнее. Вдруг кто-то обратит внимание на его бредни. О, это плохо. Мы лишились одного сторонника. 14 нас до сих пор поддерживают. Наши сторонники делают нам пожертвования. Встречается с товарищами одного из наших сторонников и говорит с ними, стараясь получить их поддержку. Оказывается, что многие из них недовольны режимом и готовы что-то предпринять. 6 человек плюс. Мы нашли кого-то? Говорит с людьми, которые не любят нацистов, чтобы выяснить, готовы ли они вступить в нашу группу. Он отбивает 3, которые, по его мнению, достойны попасть в группу. Теперь остается выбрать окончательного кандидата. О, вот он, окончательный кандидат. Кто у нас будет кандидатом? 3. У него физическая форма, прям сила прям хорошая. У этого чувака, у него прямо сила хорошая. Скрытность, конечно, хромает, но... Христианин-либерал. Но тут нету наш именно умеренный либерал. Ну, может его взять, у него прям хорошая эмпатия. У него хорошая эмпатия. А вот этот вот хорошая пропаганда. Кого же выбрать? С эмпатией хороший. Ну, можно вот это вот выбрать, и он оптимальный. Он оптимален. И эмпатия есть, и пропаганда, и то, и то. Давайте его. Анархиста выберем. Окей. Выберем его. Завербовать участника. Ну вот. Все. Ежедневный спад -1. Задание +5. Блин, у нас падает ежедневная мораль. Получается, у нас каждый день будет падать мораль. Новая коалиция правых сил. Правая партия «Стальной шлем» и немецкая национальная народная партия объединяются в союз черно-бело-красный боевой фронт. Они будут участвовать в мартовских выборах и намерены сформировать коалицию с нацистами. Кольвиц уходит в отставку. Генрих Манн и Кетти Кольвиц уходят со своих постов в прусской академии искусств под давлением нацистов. Гитлер выступает во дворце спорта. Адольф Гитлер открывает предвыборную кампанию НСДАП речью в Берлинском дворце спорта. Что-то у нас прям ситуация такая очень шаткая. Мне как-то так прям даже... Ну давайте дальше. Боевой дух группы. Это боевой друг вашей группы. Следите за этим показателем. Под постоянным давлением он постепенно снижается. Если он опустится до 0, ваша группа разойдется и игра закончится. Как нам вообще его поднять? А как нам поднять группу? Напечатать газет. А что вот это? Работает в телеграфии. Сумел выяснить со своей работы рулон бумаги. Теперь мы можем печатать листовки вручную. Мы можем печатать листовки. Как раз для меня. Не хватает бумага, нам нужна бумага. Ясно. Тут такая вот вещь, что нужно бумагу найти. А где нам найти бумагу? Встреча с бывшим членом профсоюза, который был непримиримым противником нацистов. Как раз таки его, он как раз таки... Кто у нас вообще коммунист? Кажется, коммунист очень подойдет для этого дела. Ну или или тот, кто с эмпатией. А вот с эмпатией очень хороший чувак. Ну давай его. Отправляем чувака с эмпатией. А вот тут бумага. Вот кто купить бумагу может? Кто у нас хорошо бумагу может купить? Ты справишься? Непонятно.
Вот этот справится тяжеловатенько. А нам нужен тот, что с хорошей пропагандой вообще. Можно двоих отправить на закупку бумаги и дать им велосипед для сбава. Вот, отлично. Джонс Херзог, убежденный христианин и прихожанин церкви в районе Темфельков, рассказывает нам о пасторе, который нередко критикует режим, не стесняясь в выражениях. Можно его. Можно ее отправить туда. Ну давай, вперед. Все, мы отправили всех, посмотрим, как будет работать. Мы лишились одного сторонника. Нам пожертвовали 6 рейкска марок. Мы справимся? Вы купили бумагу? Хочет купить бумаги. Чтобы избежать слежки, она выбирает магазин в незнакомом районе. Крайцерберг выслушал заказ. Приказчик скрывается в подсобке в Бейтриксхэм. Идет у стойки, через которое время приказчик возвращается с бумагой. А через некоторое время приказчик возвращается с бумагой. Встречается со священником в районе Тельфельков, чтобы попробовать убедить его встать на сторону сопротивления. Встретив, проходит хорошо. Священник, убежденный противник режима, рассказывает, что многие из его паствы, вероятно, захотят помочь нам. +1. Встречается с бывшим членом профсоюза в районе Кенникс, чтобы выяснить, не присоединится ли он к сопротивлению. Оказывается, что этого человека не надо было даже убеждать. Профсоюз ярый противник нацистов и сразу же предлагает помощь. Отлично, задания прям выполняются очень даже хорошо. Гитлер встречается с промышленниками. Ну, я думаю, можно уже заканчивать тут, как вы думаете? Неплохой такой день у нас заканчивается. Ну, давайте прочтем новости и закончим. Неплохая такая серия выйдет. Гитлер встречается с промышленниками. Гитлер встречается с ведущими немецкими промышленниками, которые вносят пожертвования в его избирательную кампанию. Тисен Крупп и другие лидеры немецких деловых кругов согласились поддержать НСДАП и НННП. Оскар Мария Граф покидает Германию. Знаменитый писатель Оскар Мария Граф, знаменитая писательница Оскар Мария Граф отправляется с лекциями в Австрию и решает не возвращаться на родину. СА и СС формируют новую полицию. Тихо, это мы осуждаем нацизм и все вот эти дела, я осуждаю, это все плохо. Вообще, Гитлер плохо, нацизм плохо, НСДАП, все это плохо. Не поддерживаю, осуждаю. Рейхсмаршал Геринг дает 50 тысячам членам САСС особые полицейские полномочия и призывает с пристрастием следить за исполнением законов. Неплохо так мы справляемся. Карл Фредрич говорит мне, что Беатрикс Тум не вызывает у него ничего, кроме презрения. Этот католичка-консерватор приносит группе только вред. Без нее нам будет только лучше. Не выгонять никого. Я объясняю, что в нашей группе есть люди разных взглядов и мнений, но нас объединяет борьба с нацистским режимом. Карл должен с этим смириться или покинуть группу. Он не слишком рад моему решению, но больше эту тему не поднимает. Эдрихстум вздыхает с облегчением. Ну это верно, нам не нужно сейчас вообще пытаться как-то, ну не знаю,
все ухудшить. Сейчас мы не должны раздрабливаться, нам нужно готовиться, надо бороться с нацистским режимом. Но как раз таки тут мы и закончим. Неплохо, пару дней прошли. Как вам игрулька? Честно говоря, меня она уже затянула. Она прям такая легенькая. Конечно, как я понимаю, будет становиться все сильнее, так как там нацики уже там силу набирают, они полицию уже создают свою собственную полицию. Полицейские отряды, которые точно будут за нами следить. А этот чертов... А наши соседи, например, как тот пьяница, уже подозревают нас в марксизме, ленинизме, коммунизме и тому подобном. И это 100% сыграет свою роль в будущем, и он может натравить на нас эсэсников. Это будет очень плохо. Ну что ж, буду надеяться, это, конечно, не случится. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, как вам эта игрулька, хотите ли вы ее продолжение. Я буду рад узнать ваше мнение. Не забывайте заглядывать в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки Доки, буду рад вас там видеть. И, разумеется, разумеется, жмите на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео будете узнавать и пополните нашу маленькую, но крепкую семью